Ой-ой-ой. Да, и вот это все. И машину. Освальд, короче, вот тут такая байда. Короче, все, хана и хана всему. Здесь будет большая кухня. Ну вот хотел показать, какие изменения произошли с домом. Здесь, конечно, будет огород. За огородом там дальше будет большой птичник. Вот. Ну а вообще место гениальное, потому что там где кончается огород, там находятся пруды. Всем привет, друзья! Кто подписан на наш канал и кто зашел случайно, вы на канале «Жить в России». Канал семьи переселенцев из Германии. Несколько месяцев назад я показывал ролик про семью, которая приехала к нам в Белгородскую область из Австрии. Это наши российские немцы, русскоязычные немцы, которые когда-то эмигрировали с потоком 90-х в Германию. И уже из Австрии они приехали к нам сюда, в Россию, облюбовав для себя Белгородскую область. У Освальда и Натальи, а именно так зовут наших героев, случился пожар. Дом, который они только что отстроили, полностью сгорел. Сгорело все, ничего не осталось. Сгорела машина, которая была во дворе. Сгорело абсолютно все. Все инструменты и все, что было нужно для хозяйства. Хозяевов в это время не было дома. Им позвонили по телефону, сказали, что в доме пожар. Пожар тушили всем селом, все соседи сбежались. Об этом была выдана справка в сельсовете. После выхода ролика зрители нашего канала отозвались на эту беду, и получилось собрать сумму порядка 700 тысяч рублей, на которые он купил вот этот старенький домик и занялся его реконструкцией. В этом ролике вы увидите, чего удалось достигнуть за эти 6 месяцев. Вот, все подготовительные работы закончил, верхние отливы тоже готовы. Можно будет уже делать отделку. Здесь нижние все отливы сделаны. Завтра завезу лес и начну отделку делать здесь снаружи. Вот эти вот отливы и снизу здесь сделаны, и сверху сделаны. В общем, можно теперь оббивать доской. Ну, доску сначала жарить, то есть обугливать, зачищать, и потом делать, набивать. Вот вход, и на входе вот здесь будет коридор, он будет отгорожен, вот здесь будет потом спальня, еще одна. Вот здесь будет вторая спальня, здесь ванную комнату. Ну, еще не закончил, но что-то уже сделано, все работает. Вот, здесь еще пола нет, ну, это уже тоже на следующий год будем делать. Вот, заходим дальше. Здесь будет большая кухня. Вот, пока что это все временно сделано. Вот таким вот образом. Вот, топиться это все будет здесь при помощи форсунки. Ну, печь еще не делал, руки не дошли, но в следующий год будем заниматься печкой. Здесь открытое такое помещение, это типа зал-кухня. Вот здесь вот будет терраса потом, практически на всю длину дома, но это тоже следующий год. Вот отсюда, наверное, даже лучше видно там пруды. Вот, ну а вот это спальня вторая или первая, как ее можно и так назвать. Это уже, в принципе, это единственная комната, которая практически готова. Единственное, плинтуса надо пробить. Вот. А так, ну, зал тоже почти готов. Вот, осталось тут немножко пару досточек подбить, и будет оно все уже готово до плинтуса. Ну а здесь еще есть где разгуляться по весне. И, в общем, будем доделывать дальше. День добрый. Ну вот хотел показать, какие изменения произошли с домом за 6,5 месяцев.
Вот так он сейчас выглядит. Вот. Таким вот образом. Это лицевая сторона. Вот. Две стороны сделаны уже полностью. Вот таким образом это все выглядит. Ну а две стороны нужно еще будет закончить. Они утеплены, все, но еще не закончены, не обиты деревом. Это я все оставил на следующий год, потому что сейчас уже не успеваю. Вот. Так выглядит. Вот внутренняя сторона. Здесь будет еще терраса. Этот бардак тоже уйдет весной. Вот, вот так вот он будет тоже так же оббит деревом. Также с этой стороны, естественно. И вот входная группа. Здесь еще будет навес. Ну, в общем, вот это все к следующему году весной будем заканчивать. Вот. Ну, есть еще много что делать. Здесь, конечно, будет огород. За огородом там дальше будет большой птичник. Вот. Ну а вообще место гениальное, потому что там где кончается огород, там находятся пруды. Вот здесь большие пруды, я даже не знаю, сколько гектар земли они занимают, но достаточно большой, он тянется на 2 села, на верхнюю и на нижнюю Покровку. Добрый день, друзья! Я в первую очередь хотел бы поблагодарить всех за поддержку после того, как у нас сгорел дом. Вот, и был очень большой резонанс и через Влада. И получилось так, что в принципе через канал Влада подписчиков была собрана сумма почти в 700 тысяч рублей. Огромное всем спасибо за вашу доброту к нам. Вот. Но прежде чем перейти к другой части, я бы хотел, потому что очень много в личку приходило вопросов к нашей персоне, так сказать, и плюс ко всему, откуда, как, а вообще как мы оказались в Австрии, потому что мы приехали сюда из Австрии. Вот, и, в общем, тогда немножко предыстории. Мы жили в Германии, мы в 1992 году переехали в Германию, а в 2006 году переехали в Австрию, потому что наши дети решили там учиться в университете. Ну и так получилось, что мы не смогли их отпустить, скажем так, и переехали в Вену, и впоследствии там и остались. Всегда была идея как-то уехать в Россию. В России мы никогда до того не жили. Мы сами приехали в 92-м с Казахстана. Вот. И, в общем, когда началась военная операция в 22-м году, здесь было уже принято конкретное решение перебраться, уехать в Россию. Вот. Ну и получилось так, что почти год ушел на оформление документов. И большое спасибо Владу, по его, так сказать, где-то в его видео был такой, что можно пойти по программе носителя русского языка. И, в общем, по этой программе я очень быстро получил не только вид на жительство, но и гражданство. Забегая сразу вперед, потому что такие вопросы тоже были, там немножко негативные, что мне люди писали: вы уехали в Россию, потому что у вас проблемы есть с языком. Совершенно никаких проблем с языком. Дело в том, что мы говорим на достаточно хорошо поставленном немецком языке.
Вот, и поэтому с этим у нас проблем не было. Почему в Россию? Ну, потому что мы всегда себя считали советскими, наверное, больше не русскими, а советскими. И вот поэтому было принято такое решение переезжать в Россию. Вот. Ну, 22 год занял, в принципе, до конца 22 года. Мы занимались документами, и в 23 году мы уже приобрели дом в Белгородской области. Это между как раз Воронежем и Белгородом, как раз одинаковое расстояние. Вот. С идеей мы купили дом, но с идеей его восстановления, то есть там дубовый дом, ну хотели его расстраивать, место очень хорошее и так далее. И собирались заниматься пчеловодством и птицеводством. Вот. Ну так получилось, что в этом году, в общем, 23-24 год я полностью занимался восстановлением этого дома, ну то есть перестройкой. Дом был к началу этого года уже готов. И в январе месяце, 21 января, с Воронежа я уехал на Калининград. Путь лежал таким образом: с Воронежа в Калининград, с Калининграда в Прагу и в Вену. Почему? Потому что 26 января у нас должна была быть, то есть было уже день свадьбы, 40-летия, и, в общем, я ехал на 40-летие. Там дети организовали нам праздник, в общем, и так далее. И доехав на поезде до Калининграда, вечером мне позвонили, что горит дом. Вот. Ну, вначале была надежда, что, возможно, что-то успеют потушить, потому что ехали расчеты с Алексеевки и с Бирюча. Но, к сожалению, ничего не получилось. Сгорел дом, сгорела машина. Вот. И приехав назад, мы хотели сначала восстанавливать этот дом, но остался какой-то осадок, потому что в конечном итоге так и не было конкретного заключения, от чего он сгорел. Ну, МЧС ссылалась на электричество, но полностью всю электрику я делал сам, и электрика была сделана с запасом и так далее. То есть электрика не могла здесь сыграть какую-то роль, но мы не стали уже дальше копать, потому что это было бессмысленно, и, в общем, было принято решение приобрести другой дом и его перестроить. И таким образом, в общем, вот на дальнейшем видео будет видно тот дом, который мы приобрели и расстроили. Естественно, еще очень много недоделок. Весь дом, кроме крыши, строился в одни руки, то есть это был я. Вот. Ну, поэтому и плюс ко всему, 8 марта я получил ключи от дома, ну, мы в начале марта его приобрели, получил ключи от дома, и, в общем, ну, потом случилось в первых числах мая, ну, я взялся за ремонт, то есть за перестройку и так далее, и в первых числах мая я сломал 3 ребра, и, в общем, 6 недель выбыл из строя полностью. Ну, тем не менее, вроде как после того работал с утра и до позднего вечера каждый день. Вот. И, в принципе, ну, на сегодняшний день я заканчиваю строительство в этом году. Почему заканчиваю? Ну, закончились финансы. И, в общем, я еду работать на 5 месяцев, и через 5 месяцев я и перевезу семью сюда. То есть одна комната уже полностью, почти 2 полностью готовы. Можно уже, в принципе, по ходу здесь жить и перестраивать или достраивать дальше. Вот таким вот образом. Так что в следующем году я сделаю, там сегодня я снял видео, так сказать, видеоотчет, что сделано
в этом году, ну, на следующий год я надеюсь, что мы закончим. И надеюсь, что та идея, которая была там с птичником и с пчеловодством, ну, пчеловодство немножко позже, а птичник, надеюсь, что уже к лету, к середине лета он должен стоять, потому что в планах поставить птичник где-то на примерно 8 тонн мяса в год. Ну, это будет, в принципе, наш, скажем так, основной заработок. Ну, вот таким образом, если будут какие-то вопросы, ну, пишите в личку, я постараюсь на все ответить. Спасибо вам большое. Еще раз огромнейшее спасибо за вашу сердечность и за то, что вы восприняли нашу беду как свою. Спасибо вам всем огромное за это.